Здравствуйте. Сегодня опять у нас обзорчик камеры. Камера роботизированная Samsung. Смотрите, что у нас тут видим на коробочке. На коробочке у нас полностью характеристики камеры нету. Написано Made in Korea. То есть марка камеры, все. Это Samsung. Роботизированная камера PTZ. Это Samsung, но это Hanwha. Мы уже писали про нее. Да, опять же, это камера под брендом Hanwha сделала. Вот так вот мы ее сейчас возьмем и распакуем. Новая камера. Абсолютно. Смотрим. Вот мы ее разрезаем. Сейчас, секундочку. Наш любимый скотчик. Открываем коробочку. Что мы видим? Как всегда упаковано отлично. Картон толстый. Есть документация комплектации у нас. Сразу же со старта мы наблюдаем какой-то кронштейн. Даже не кронштейн, а крепление. Сразу показываем. Да, это верх нашей камеры, где происходит подключение, коммутация всех контактов. Да, контакты все. Контакты будут у нас происходить так. Что мы здесь видим? Мы здесь видим Ethernet, мы видим тревожные входы-выходы, питание и тому подобное. То есть подключается сюда кабеля, камера закрывается, цепляется наверх. Так, в пакетиках тут у нас комплект шестигранных болтов, шестигранник идет. Ничего себе. Силикон. Смотрите, как очень удобно. Тестовый кабель, диск с ПОшкой. Диск мы, как обычно, делаем вот так вот. Выкидываем. Ну, естественно, талмуд, инструкция по пользованию. Ее мы, ладно, оставим. Пока оставим. Итак, камеру поможем. Упакована. Кстати, с упаковки камеры можно сделать пару кроватей или диванов. Очень отлично. Смотрите, камерка упакована. Отлично упакована. Сейчас, секундочку, давайте избавимся от коробочки, чтобы нам было все видно. Камеру мы оставим, в коробке больше ничего. Так, распаковываем камеру. Так, также мы видим на корпусе сверху камеры. Мы видим место подключения того кронштейна, что показывает до этого. Дальше мы здесь видим довольно-таки внушающий трос. Внушающий трос, который будет цепляться вот сюда. Бедные люди, которые будут настраивать эту камеру на весу. Смотрите, видим здесь уплотнительное кольцо силиконом промазывается, которое идет в комплекте для герметизации камеры. Камера у нас уличная, с такими вот большущими глазами, как у робота R2-D2. Это ИК-подсветка, 2 светодиода и датчик для подсветки, датчик освещения. Датчик освещения. Пластик. Собственно, сейчас все у нас делается с пластика. Все с пластика. Зафиксирована камера полностью скотчем для транспортировки, чтобы ее никто не покрутил случайно. Так, где наш нож? Вот так будет виднее. Сейчас мы немножко подправим камеру. Не рассчитывали, что она такая у нас огромная, достаточно. Сейчас мы скотч этот убираем. После того, как убрали скотч, мы видим, что она уже у нас крутится, вертится. Смешная камера с двумя большущими такими вот инфракрасными подсветочками. Смотрим внутри, то есть никаких проводов, ничего не видно. Немножко не нравится вот эта вот сеточка, куда бы пылесборник неплохой. Да, смотрите, есть отсек у нас тут присутствует, отсек для установки SD-карты. Давайте сейчас его вскроем. Посмотрим герметичность этого отсека. Ага. А он здесь на пружине. Сейчас, секунду. Еще снизу саморез. Не докрутили мы саморез небольшой тут. Ага, вот на пружине ставится SD-карта, причем не microSD, а именно SD. Да.
Герметично, на магните очень Кстати, удобно на пружине. здесь же, если мы посмотрим, над SD-картой у нас находится кнопка Reset. Очень важная кнопка Для сброса для сброса. камеры. Смотрите, она даже сама крутится. Ну что, давайте теперь ее подключим. Посмотрим. Так, разбирать мы ее, пожалуй, не будем. Да, ну проводов никаких не видно. Так, герметично. еще раз, камера наша называется XNP6370 RHP. Выпускается под брендом Samsung. На рынке Украины стоит около 80-90 тысяч гривен. Ну, это внушительные деньги, порядка 3-4 тысяч долларов. Сейчас посмотрим, оправдает ли она свои деньги. Для этой камеры есть небольшой нюанс, поскольку она, как видите, массивная, мощная, питание ее где-то порядка 70-90 ватт. Естественно, не каждый коммутатор Cisco или другой коммутатор вытянет по POE такое питание, поэтому корейцы сделали очень все легко, сделая питание этой камеры 24 вольта переменного тока. Сейчас берем вот такой вот лаборантный наш супер-пупер блок питания переменного Наследие тока. Советского Союза. Да, как видим, тут 24 вольта. Трансформатор такой вот жесткий, такой вот серьезный аппарат. И подключаем мы сюда Ethernet и питание, все на кронштейн, который мы вам уже показывали. Значит, зашли мы на нашу камеру. Как обычно, придумаем очень сложный пароль, потому что легкий пароль просто камера не примет от нас. IP-шник по умолчанию 192.168.1.100. Входим в камеру, да? Стандартный интерфейс. Запуская нашу камеру в Chrome, у нас возникли проблемы. Все тормозит очень сильно, ужасно. Запустили в Internet Explorer. Вроде стало полегче. Но при этом все равно. Сейчас перед вами обычный интерфейс, которым мы пытаемся управлять, но у нас что-то камера не сильно быстро откликается, как видите. Вот мы нажимаем мышкой вниз, камера через 2-3 секунды только начинает производить какие-то движения. До ужаса просто тормозит. То есть для этой камеры, для настройки нужно или встроенное в систему видеонаблюдения какое-то свое управление ПТЗ, или какой-то отдельный джойстик по своему интерфейсу 485. Точную настройку в браузере, мне кажется, у вас сделать не получится в принципе. С функционала здесь что мы можем показать? Изменение потоков, скриншот и ПТЗ управление. управление ПТЗ. Приближение, цифровой зум, просто ПТЗ, который мы сейчас все-таки попытаемся вам показать что-то больше, чем этот светильник. Что-то есть. Качество изображения Качество хорошее, 2 мегапикселя, они в Африке 2 мегапикселя. Попытаемся мы еще с вами поиграться зумом. Приближение. Зум тормозит так же, как и повороты влево-вправо, вверх-вниз. Приближение хорошее. Заявляют нам 16-кратный зум, в принципе, так оно скорее всего и есть. Как видите, как все у нас происходит медленно. Ладно, то приближение это такое, в общем, зум есть оптический, это хорошо. С настроек у нас здесь, если мы зайдем в настройки камеры, все то же самое, что и в любой стандартной IP-камере. Настройка сети, настройка ПТЗ, настройка каких-то данных по видео.
Поэтому сказать, что эта камера какая-то сверхъестественная и сверхкрутая, мы в принципе не можем. Ну, естественно, ее плюс это 16-кратный зум. Ну, честно говоря, мы видели роботы IP-шные и получше, и подешевле, чем данная камера. На этом, я думаю, все. Да, Наш обзор закончен. Спасибо за внимание. спасибо.